Ну что, как говорится, Что такое эмигрант? Невозврат, это это ад. ад. Он уехал от зарплат. Эмигрант, дилетант. Ну что, всем привет, друзья! Вы находитесь на моем канале. Меня зовут Полина, и я живу в Мадриде. Погнали! В сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своей историей своего переезда в Испанию. Это произошло... Когда? Это произошло, наверное... По сути, история началась практически год назад, и к началу сентября я только приехала в Испанию. Собственно говоря, я не была оригинальной, как только открылась возможность переехать по диджитал... Пиздёж! Пиздёж, неправда. Я не планировала ехать в Испанию вообще, не думала даже об этом. В прошлом году, приехав с зимовки, моя подруга посадила меня за стол переговоров и сказала: Полина, Испания, все, с марта открыли, надо. Тогда в программе было еще, что-то типа 2 недели, наверное, когда мне это сказали. Я такая: да, погнали. Что, да какая разница? Я на тот момент жила в Грузии. В Грузии в итоге я прожила, не считая времени, когда я уезжала, условно, 1,5 года. И мы, решили, что пора. И, собственно говоря, началась история сбора кейса Digital Nomad. Сейчас я уже знаю, кстати, что, по сути, стартап-виза — это сильно менее геморройная штука, она немножко дольше по времени, но сильно менее геморройная, никаких вопросов по налогам, и можно себя чувствовать хорошо. Но на тот момент я, как говорится, брала бока с рога и решила, что это все слишком сложно, долго, и вообще не хочу. И пошла по условно проторенной дорожке. Привет, пойдешь ко мне на ручки? Иди ко мне на ручки. Так, простите, у нас произошло прерывание на моего компаньона. Собственно говоря, кейс я начала готовить вместе с помогаторами. Я думаю, что все состоят в чатах номадских по Испании и прекрасно знают, кто это такие. Собственно говоря, мне хотелось все сделать без моего личного геморроя, но на самом деле так не обошлось. Все, кто считают, что помогаторы с ВНЖ — это те люди, которые как с визами, то, что ты им платишь деньги, они такие: окей, все сделаем, типа даже выписка не нужна, то я уверена, что есть и такие, кто делает фейковые документы и тому подобное. Но мне, благо, попалась хорошая девочка, но документы, по сути, собирала я. Несмотря на то, что я взяла максимальный пакет, я заплатила на тот момент что-то типа 500 евро, что ли, за помощь. Это была помощь, проверка документов, подача документов, и все, и эмоциональное сопровождение, то, что все получится, Полина, они примут. И сами документы, наверное, на кейс я собрала за пару недель. Но эту пару недель я прям сидела и собирала. У меня была сложность в кейсе, то, что у меня кейс с криптой, с зарплатой в крипте, не с русской компанией, и я была ИПшником в Грузии. Так что я очень сильно переживала, несмотря на то, что, были кейсы с криптой уже на тот момент, которые получали ВНЖ, но я прям дико ссала, что мне скажут, типа: девочка, а откуда ты взяла свои денежки, что это такое? Но все вышло окей. Не знаю, сейчас эта информация еще актуальна или нет по моей подаче, но если вы сейчас столкнулись с подачей с криптой, можете мне написать, и я расскажу, что же я такого сделала. Было лето, и мне нужно было сделать Шенген, собственно говоря, чтобы приехать. Я поехала в Москву, и я на тот момент, мало того, что 1,5 месяца ждала запись визовый центр Испании в Москве, потому что я хотела сразу испанскую визу, я еще и саму визу ждала месяц после
подачи. Это был просто ад, и у меня в голове все, я просрала свое лето, все плохо. Вот, но благо в Испании лет круглый год, поэтому все хорошо, лето было не просрано. Вот, я получила свою визу, мне дали на почти 3 месяца, там 2,5, что-то такое. И это был такой первый предвестник того, что все будет хорошо, потому что всем моим друзьям дали на сильно меньший срок. Те, кто подавались через Армению, давали даже на 3 недели или на даты поездки. Вот одному знакомому дали на 7 дней. Так что тут в этом плане мне очень повезло. Вот. И, собственно говоря, по-моему, 26 августа у меня был куплен билет на самолет, и я прилетела в Барселону. Маленькая ремарка. Изначально я говорила, что я буду жить только в Барселоне. Барселона, 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 ничего, кроме Барселоны. О мой бог, как же я сильно ошибалась. Прилетела я в Барселону, мы сразу подали мой кейс, и я улетела к сестре в Нидерланды, и, собственно говоря, в Испании не была. Я вернулась в Барселону после прекрасной Голландии, после прекрасных Нидерланд. При том, что я там жила не в Амстердаме, а в Утрехте, и в основном путешествовала по югу, но в целом моя идеальная картинка просто потрясающе красивой Голландии разрушилась, как только я переступила снова двери аэропорта в Барселоне. Касаемо Барселоны и Мадрида, сравнение этих двух городов и в целом регионов, я думаю, запишу отдельное видео, тут как бы на свой вкус и цвет, но Барселона, по крайней мере, тот месяц, даже чуть больше, наверное, сколько я там прожила, это абсолютно оказалось не моим. Мне ВНЖ одобрили просто в исключительные сроки, это, по-моему, неполные даже 2 недели, вот, то есть это было супер быстро, опять же, при том, что это кейс с криптой, но я подавала полную зарплату, говорила абсолютно все честно по поводу всех доходов и показывала все честные цифры, и, не знаю, возможно, испанцы такие: о, нам такой человек нужен. Вот, короче, я им оказалась весьма нужна. Вот, и за 2 недели я получила одобрение на ВНЖ. Вот, но там саму карточку я получила сильно позже, как раз-таки, потому что я была в Нидерландах, но не в этом суть. Собственно, вернувшись в Барселону, имея на руках одобрение по ВНЖ и мой НИЭ, номер налогоплательщика, мне нужно было уже открывать банки, искать квартиру и вообще как бы обживаться, я же все переехала, но банк оказалось не открыть без непосредственно карточки. Карточку мне делали примерно месяц, и я уже когда жила в Мадриде, ездила в Барселону, забирала непосредственно карточку сделанную, вот, но подалась я, естественно, сразу в Барселоне. Вот, кстати, с ситами проблем абсолютно никаких не было, все супер быстро, вот, помимо ожидания. Вот, эта малютка, кстати, тоже перетерпела все переезды, все самолеты, и все было прекрасно. Она у меня в ручной кладе, хотела сказать, ехала. Она ехала со мной в самолете, не в карго. Вот, и все окей. И супер хороший главный, не главный, один из главных плюсов для меня, что они очень сильно любят собак. Я тут кошек практически не видела, но собак, сколько же тут собак, как они любят своих собак. Я тут даже видела собаки в колясках детских, как я видела, например, в Нью-Йорке, очень любят, потому что удобно, потому что зачем с собаками ходить по улице. Возвращаемся. После получения ВНЖ пока нету карточки. Какие проблемы возникают? Первое, ты не можешь открыть банк. Можно открыть никель, карточка, которая продается в табачке, но как бы это
с ней ты ничего не сделаешь. Revolut тоже требует карточку, соответственно, все местные испанские банки тоже. Но, несмотря на то, что я потом открыла BBVA банк, я открыла себе Revolut, когда у меня уже появилась карточка, и у Revolut сейчас есть испанский бан. Я оставлю ссылочку на реферальную программу. Если зарегистрируетесь, закажете карточку, нам пойдет вместе денежка. Пользуйтесь. Вот. И да, с Revolut вообще прям все супер классно. Как говорится, всегда мечтала. Спасибо, что вы есть. Вот. И прямые дебеты списываются, и все окей. Прямой дебет — это автосписание. Здесь абсолютно все на автосписание, начиная от оплаты квартир, заканчивая оплатой интернетом и тому подобное. То есть нельзя сделать так, что тебе пришел счет и ты оплатил. Всегда автосписание. Ну что, а теперь про поиск квартиры. Хотя нет, про поиск квартиры я расскажу в следующем видео. Да, это будет увлекательно. Тот ад, который я увидела. О мой бог, еще за эти деньги, и это просто, это культурный шок. Я потому что в Москве, я сама из Москвы, мне кажется, на те деньги, за которые они хотели просто по нашему пониманию бабушкин ремонт, можно было бы жить где-нибудь на Патриках, причем хорошо жить. Ну ладно. Там уже все равно нехорошо. Окей. Я думаю, что пока все, кратко так. Возможно, подробнее расскажу про наборы документов под визу. Вот, я думаю, особенно с кейсом в крипте, я думаю, что многим это может быть интересно, и покажу, как именно я это делала. Так что ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Обещаю больше рассказывать о жизни в этой прекрасной стране. Да расскажу про свой кейс переезда, как у меня вообще в целом прошла адаптация. Получается, я здесь четвертый месяц, за вычетом моего отпуска у сестры. Вот, но в целом живем. Плюс у меня сейчас очень интересная жизненная ситуация, за которой мне немножко страшно по поводу моего ВНЖ, вот, но я надеюсь, что скоро все решится, и я расскажу, в какой же я жизненной ситуации оказалась здесь одна в стране с собачкой. Вот. Спасибо вам большое. До встречи.